Что посадить после свеклы, чтобы соблюсти севооборот? Свекла считается неприхотливым овощем, который способен произрастать в необогащенной почве. Но чтобы ежегодно получать стабильный урожай, культуры нужно менять местами и соблюдать севооборот. Повторно сажать овощ на одном и том же участке можно лишь спустя 3-4 года. За этот период земля успеет отдохнуть и обогатиться микроэлементами других культур. Задумываться о том, что посадить после свеклы, не нужно, после нее хорошо расти будет любой другой овощ. Какие культуры можно сажать на участок после свеклы? В основе севооборота на дачном участке лежат данные о том, какие питательные вещества культура вытягивает из почвы и каким болезням она подвержена. На ее место можно высаживать овощи, которым для роста не нужны дефицитные микроэлементы. Дополнительно нужно учитывать агротехнику каждого растения. Например, для выращивания свеклы подойдет участок со следующими характеристиками. Много солнца и света, низкокислотная почва, близкая к нейтральному уровню, плодородный грунт, обогащенный калийными удобрениями, умеренная влажность без застоя грунтовых вод. Такие условия произрастания считаются универсальными. Исключение составят лишь растения, которым противопоказаны прямые лучи солнца. При этом свекла практически ничем не болеет и не сможет заразить будущие посадки. Культура хорошо растет на грядках, где раньше росла пшеница или рожь. Агрономы рекомендуют высаживать на участок после свеклы следующие растения. Бобовые культуры, такие как чечевица, горох, фасоль, нут. Считается, что они способны восстановить баланс почвы и наполнить ее недостающими питательными веществами. Посленовые овощи, томаты, перцы, баклажаны и картофель. Считается, что последний растет на участке лучше остальных. Овощи из семейства тыквенных, огурцы, патиссоны, кабачки и тыквы. Все эти культуры более требовательны к почве, в которой произрастают. Поэтому, чтобы обеспечить хороший урожай, в будущем году грунт после уборки свеклы рекомендуется подкормить органическими удобрениями. Для этих целей подойдет куриный помет или перепревший навоз. Расход около 5-8 кг на 1 кв. Опилки, солома или сено закапывают в землю на участке. Для восполнения калия применяется древесная зола, которая вносится из расчета не более 500 граммов на 1 квадратный метр. Суперфосфат 40-50 год на 1 кв. Калийная соль или хлористый калий 25-30 год на 1 квадратный метр. Выбор удобрения зависит от той культуры, которая будет расти на участке в следующем году. Например, почву под картофель не рекомендуется посыпать большим количеством золы, так как она может стать причиной появления парши. Свежий помет или навоз может содержать семена растений и яйца паразитов, поэтому лучше отдать предпочтение перегною. Осенью не рекомендуется вносить подкормки, содержащие азот. За зиму они полностью вымоются из почвы и не принесут пользы. Что не нужно сажать после свеклы? Первый овощ в списке – это свекла кормовая, сахарная, мангольд или столовая. Это связано с тем, что полностью восстановить баланс почвы путем внесения удобрений не получится. Урожай будет скудным, а земля истощится еще больше. Также не нужно сажать любые другие корнеплоды – репу, чеснок, лук, редис или дайкон. Данные культуры имеют сходные условия произрастания и необходимые питательные вещества, поэтому собрать хороший урожай не получится. Рядом со свеклой можно обустроить грядку с морковью, салатом, щавелем, шпинатом или капустой. Также хорошими соседями будут клубника, огурцы, чеснок, редис или цветы. Не рекомендуется размещать рядом с культурой картофель, кукурузу, фасоль или горчицу. Наилучшими соседями будут цветы. Они не только обогатят почву, но и отпугнут вредителей. Чтобы отогнать от свеклы бабочек и нематод, нужно рядом посеять цикорий, календулу, лекарственную ромашку или настурцию. А если посадить бархатцы, то медведка будет обходить грядку стороной. Если на участке завелись грызуны, то отпугнуть их можно, посеяв кориандр.